Родилась в городе Алма-Ата 20 сентября 1947 года в семье военнослужащего. Отец Муфтах Хайрулаевич – участник Великой Отечественной войны, заслуженный деятель культуры КЗСР. Он работал в органах госбезопасности, затем в партийных и советских органах. Мама Сания Хабиевна – учительница географии, методист, педагог-новатор. В свое время она окончила КАСПИ имени Абая. В этой семье царила любовь, уважение друг к другу. Всегда культивировалась ценность профессионализма и оценивались личные достижения каждого. Это и есть тот фундамент, на котором выросли их две дочери – Дина и Тамара, а потом и внуки – Нуржан, Талгат и Данияр. Тамара Муфтаховна тоже новатор-врач. Она, будучи кандидатом медицинских наук, открыла свой институт репродуктивной медицины. Сын Дины Муфтаховны, Нуржан Милятович, пошел по ее стопам. Теперь он после окончания Алматинского медицинского института работает заведующим отделением эмбриологии в Институте репродуктивной медицины. Женитьба Нуржана расширила горизонты семейных отношений. Теперь у Дины Муфтаховны есть близкие ей люди Кудалар, Абитаев Изберген Абитаевич, экс-вице-министр энергетики, его супруга Бану Каримовна, тоже педагог и медик, преподавала в Республиканском медицинском колледже. Как это звучит гордо, Кудалар? Это наши национальные ценности, ценности казахских семей. Дину Муфтаховну и Кудалар объединяет двое внучек. Асель, которая учится во Франции и уже стала магистрантом 2-го года обучения Ренского университета. Зире пока ученица 4 класса, школа номер 16 имени Ади Шарипова. С детства нас всегда учили тому, что нужно делать добро и добро делать бескорыстно. Это первый постулат. Второй постулат, мама говорила всегда: никогда никого не обижай. Вот старайся сделать так, если в твоих это силах, старайся помочь, если ему это нужно. Ну, во-первых, я училась в Алматинской области, заканчивала школу, Каргалинский суконный комбинат. Сейчас он называется поселок Фабричный. Значит, 11 классов я закончила. Я была одной из самых лучших учениц в нашей школе по химии. Мне нравился этот очень предмет. И я очень хотела быть химиком. Поэтому после окончания школы с медалью я поступила в Казгу на химический факультет. В тот период, конечно, конкурс только среди медалистов. Во-первых, химия была очень популярна на тот период. И лозунг «электрификация плюс химизация всей страны» был у всех на слуху. И в тот период только среди медалистов в Казгу на химический факультет был конкурс 10 человек на одно место. Но для медалистов нужно было сдать один экзамен, и если он был сдан на отлично, он поступал. Так у меня и получилось. Я сдала химию на отлично и была зачислена на химический факультет. Тогда он назывался Казгу имени Кирова, сейчас называется Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Ну, понятия кумир не было, мне просто нравилось очень даже делать химические опыты, мне очень нравился сам предмет химия, и поэтому меня от нашей школы посылали на всевозможные олимпиады по химии, начиная от районной олимпиады, городской олимпиады и республиканской олимпиады. И, конечно же, на этих олимпиадах я занимала призовые места, что еще сильнее подбадривало меня. И вот заняв, как говорится, первое или второе место, я вообще считала, что это то, что мне нужно. Ну, во-первых, я считаю, что все то, что у меня сейчас есть, я, в принципе, все реализовала.
Я хотела быть педагогом, что у меня и получилось. Я хотела получать новые знания и быть в тренде новых направлений науки, что у меня тоже получилось, потому что сейчас я занимаюсь цифровизацией образования, что является самой насущной проблемой сегодня нашего современного информационного общества. Во-первых, я защитила кандидатскую диссертацию по химии. Я защитила кандидатскую диссертацию в области именно полимерных материалов. Вот. Будучи кандидатом химических наук и преподавая в университете, я была первым проректором женского пединститута, я обратила внимание на то, что очень многие наши девушки, когда выходят замуж, будучи студентками, они, значит, многие оставляют учебу из-за того, что семья, из-за того, что беременность, маленький ребенок. И как раз в этот период, в 90-х годах, очень популярны стали компьютеры, переход на компьютеры и переход на интернет. И это все, значит, прочитав вообще, что в мире делается в области образования, я столкнулась с тем, что в образовании появляется совершенно новая форма получения образования удаленно, то есть не отрываясь фактически от своего дома, от своего места проживания, даже, может быть, от своей работы, человек мог получить образование. Поэтому я защитила докторскую диссертацию по формированию цифровой компетентности будущих учителей, студентов в условиях дистанционного обучения. В 1997 году, защитив докторскую диссертацию по дистанционному обучению, в период защиты мне было задано 43 вопроса. Ученые, доктора наук, профессора в области педагогики, они считали, что вообще это безумная идея и что в принципе оно не может быть реализовано в жизни, потому что нет ничего лучшего, как face-to-face, то есть преподавание в аудиториях. Но сама жизнь показала сегодня, что обучение на расстоянии с использованием цифровых технологий является сегодня одной из самых популярных, я подчеркиваю это слово, популярных во всем мире. Вы посмотрите, как сейчас дистанционное обучение буквально охватило все страны мира. Нет ни одной страны, где бы не открылись университеты дистанционного обучения, виртуальные университеты, открытые университеты. И даже в своем выступлении вот Саясат Нурбек и наш президент Токаев, они четко озвучили, что мы должны стремиться сейчас к тому, чтобы создавать смарт-университеты. А что такое смарт-университет? Смарт-университет, он в первую очередь основывается на цифровизации. Дина Муфтаховна – кандидат химических наук и одновременно доктор педагогических наук, профессор. Будучи химиком по специальности, она защитила кандидатскую работу под руководством известного советского и казахстанского ученого, академика Жубана Булата Ахметовича. Докторскую диссертацию Дина Муфтаховна выполнила по педагогике в русле известной в Казахстане научной школы профессора Нургалиевой Гулькумашевны по информатизации образования. Дина Муфтаховна первой в республике защитила докторскую диссертацию по проблемам дистанционного обучения. Это была смелая, пионерская работа, открывшая целое направление педагогической науки и практики Казахстана. Ну вот мы сегодня только на кафедре с моими коллегами обсуждали этот вопрос. Но какая была основная идея Болонского процесса? Основная идея Болонского процесса, безусловно, была связана с тем, чтобы сделать образование открытым. То есть переход из одного университета в другой, из одной страны в другой, должен был быть беспрепятственным, что и делалось, в принципе, в Европе. Но вы видели, чтобы какой-то, например,
Может быть, это и было, но крайне редко. Вот, например, я когда была ректором университета, ко мне, значит, пришел один парень, он хотел перевестись из французского университета к нам, в наш университет. Так министерство потребовало, во-первых, чтобы мы посмотрели, какие дисциплины у него совпадают, какие нет. И так получилось, что у него очень много дисциплин, которые мы изучали, а они там не изучали. И получилось, что мы ему предложили снова поступать заново на первый курс. Но это же парадокс. И вот сейчас в России в этом отношении они вообще пересмотрели, с одной стороны, может быть, из-за санкций, которые им почти все страны мира. Но я хочу сказать, что вообще система образования, которая была в Советском Союзе, но это не потому, что я выходец из той эпохи, нет. Она была настолько фундаментальная, настолько была приближена к практике, что я так думаю, что то, что Россия сейчас отказалась от Болонского процесса и перешла на традиционную систему образования 5 и 6 лет, минуя бакалавриат и магистратуру, это, я думаю, достаточно разумное решение. Потому что смотрите, что получается. В принципе, бакалавр – это незаконченное высшее образование. Человек со степенью бакалавр практически не востребован на образовательном рынке. Почему? Потому что в школы в основном берут и в вузы после окончания магистратуры. Для того, чтобы закончить магистратуру, ему заново нужно поступать и заново нужно 2 года проучиться. Рационально ли это или нет? Встает вопрос. Во-первых, я хочу вам сказать, что у меня в семье и папа, и мама, они были педагогами. Поэтому я уже, начиная в семейном кругу, я видела, насколько это благородная профессия. Во-первых, моя мама, она была преподавателем географии, она закончила КАСПИ имени Абая, и она впервые ввела для школьников игровую форму обучения. Путешествие по миру через контурную карту. И вы знаете, как дети бежали на ее занятия, я тогда удивлялась. А ведь тогда практически вот эти вот новые формы обучения, они не использовались. А вот мотивировать школьников, сделать так, чтобы занятие было интересным, вот это вот самая главная цель педагога. Поэтому сегодня, почему вот, например, в период пандемии COVID-19 у нас фактически онлайн-обучение чуть ли не провалилось. И если бы не курсы, которые транслировались, учебные курсы образовательные по телевидению, можно было бы считать, что оно было провальным. Да потому что учителя школ, многие, особенно в сельской местности, они традиционную форму преподавания переносили на дистанционную, что категорически недопустимо. Нельзя на экране сидеть и все 45 часов смотреть на твою говорящую голову. Дистанционно это категорически не допускает. Нужно им было разрабатывать контент. А разработать контент – это уметь его правильно делать. А вот этому нужно учиться. Поэтому здесь учиться, учиться и еще раз учиться. Дина Муфтаховна посвятила всю свою жизнь делу образования. Она проработала и работает сегодня в высшей школе. Начинала она работать преподавателем Гурьевского педагогического института. Затем, после окончания аспирантуры, 10 лет работала доцентом, заведующей кафедрой химии Карагандинского государственного университета. 13 лет была первым проректором Казахского государственного женского педагогического института. 10 лет проректором Казахского национального аграрного университета и завершила свою карьеру управленца ректором частного Алматинского гуманитарно-технического университета. Сейчас работает Дина Муфтаховна профессором кафедры послевузовского образования Университета международных отношений и мировых языков имени Аблайхана. Одним словом, она прошла все ступени карьерного роста от преподавателя до ректора. А еще она была приглашена на работу в Министерство высшего образования КЗСР после работы в Карагандинском государственном университете.
Вы знаете, нету такого понятия «опускаются руки». Опускаются руки тогда, когда ты чувствуешь безысходность. А у меня как-то так все складывалось, даже если у меня что-то не получалось, потом получалось. То есть здесь очень вообще для любого ученого необходимо, чтобы он шел к своей цели, невзирая ни на какие препятствия и преграды. И только тогда, когда он будет мужественно идти к своей цели, у него все получится. А если он при каждом, как говорится, проблемном моменте сразу начнет опускать руки, у него ничего не получится. Поэтому ученый, истинный ученый, он должен быть смелым, он не должен бояться каких-то преград, каких-то трудностей. Потому что даже любой отрицательный результат есть результат. А это значит, что даже если у тебя что-то не так получается, ты посмотри, а как сделать так, чтобы получилось правильно. Это очень правильно. Я не хочу возвращаться назад. Я хочу просто, чтобы наше современное образование, которое сейчас, вы знаете, дети, они очень умными рождаются уже, находясь еще в утробе матери, они уже умные. И когда они рождаются, они уже глазами смотрят на тебя, как на взрослого человека. Иногда вот я на внучку, когда выписала ее из роддома, взяла ее на руки и смотрю, она на меня смотрит так сурово, у меня аж сердце вздрогнуло, думаю, надо же, какой умный взгляд. Вы понимаете, вот такие дети, не случайно их называют поколение Z, дети, рожденные с мышкой в руке. Эти дети, они настолько легко обращаются с гаджетами, они легко могут найти интересующую их информацию, что их и обучать поэтому школьников, которые к нам приходят в первый класс, я уже не говорю о студентах, которые приходят в первый класс, их обучать нужно по-новому. Им традиционные занятия возле доски мелом писать их не интересует. У них клиповое мышление. То есть их больше интересует, когда все идет с разноцветными красками. Поэтому вот в этом случае использование учебного контента, в котором есть и анимация, и видео, и различные, значит, тестовые вопросы, и различные интерактивные задания. Вот это вот, я считаю, более правильным решением будет. А что касается студентов, я вообще лекции без презентации не читаю. С одной стороны, а с другой стороны, я, конечно, работая с магистрантами, докторантами и бакалавриатом, очень хочу, чтобы они легко обращались с цифровыми технологиями в своей повседневной жизни, и особенно для получения новых знаний. В 1999 году с участием Дины Муфтаховны, тогда она работала проректором ЖНП и Томского государственного университета, был создан Казахстанско-Российский университет дистанционного обучения. На обучение было принято 85 казахстанских студентов по специальности экономика, которые в последующем были переведены на очное обучение в Томский государственный университет. Отсюда и признание в научном мире. Она стала академиком Международной академии наук педагогического образования, академиком Международной академии информатизации, академиком Международной академии экологии, лауреатом международного конкурса «Элита информациологов мира», почетный доктор, профессор Бургасского свободного университета Болгарии. Я же уже говорила, что в школе мне очень нравилось делать опыты по химии, видеть, как изменяется цвет, видеть, как вообще преобразуются одни вещества, преобразуются в другие вещества. Но это было очень интересно, это было мое увлечение юношества. Сейчас я увлекаюсь полностью вопросами цифровизации образования. Видите ли, нельзя сравнивать. Из года в год мы сейчас живем совершенно в другой эпохе. Эпоха вообще цифровизации. И вот я несколько статей написала по поводу трансформации образования в условиях цифровизации. Да, знания официально доказано, что каждые 72 часа знания обновляются. То есть те знания, которые мы получили в момент окончания вуза,
Ну, со мной вообще сравнивать нельзя, потому что я сейчас в основном в тренде. Я постоянно смотрю, что делается нового в мире. Я постоянно изучаю в интернет информационные источники, связанные с цифровизацией образования, связанные с трансформацией, его модернизацией и так далее. Поэтому я считаю, что современный педагог, он не должен отставать от требований социума в первую очередь, требованиям рыночной экономики во вторую очередь и того прогресса в науке, который мы видим чуть ли не каждый день. Жусубалиевых Тамару Муфтаховну и Дину Муфтаховну хорошо знают не только у нас в республике, но и далеко за ее пределами. Обе достигли в своих профессиях многого. Обе счастливы от того, что приносили и по-прежнему приносят пользу и радость людям. Когда девчонки были совсем маленькими, мама Сания Хабиевна очень хотела, чтобы именно Тамара стала врачом. Тогда она тяжело болела, перенесла несколько операций. Когда мы празднуем День независимости, я считаю, что это самый главный праздник нашей страны. И он в сердцах каждого казахстанца олицетворяется с тем, что мы живем в стране, которая является уже самоопределившейся, независимой ни от кого, со своей собственной экономикой, со своим собственным президентом и со своим собственным путем, по которому идет весь наш народ. Мой папа великолепно пел, он пел арии из опер даже, «Травиата», ария «Жармона». И вот казахские народные песни. Вы знаете, это вообще человек был уникум, он был многогранной личностью. Дина Муфтаховна после окончания вуза поступила в аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук. Работа с молодежью, воспитание в ней чувства ответственности и патриотизма стала целью всей ее дальнейшей жизни. Особенно это сказалось, когда Дина Муфтаховна была назначена проректором Женского педагогического института. В это время были открыты новые специальности, которые очень нужны были девушкам. Появлялись новые идеи и инициативы. Это, например, специальность моделирования швейных изделий, специальность, значит, делопроизводства. Почему? Потому что многие после окончания работали в канцелярии, в государственных органах. То есть они должны были уметь вести делопроизводство. Открыли специальность переводчик-референт. То есть мы открыли ряд таких специальностей, которых раньше не было. Новый Казахстан и новые подходы. Раньше была направленность только на учителя школы. И одновременно вместе с этим мы, значит, впервые были инициатором того, чтобы после педагогических училищ наши студенты, уже находясь в женском пединституте, не обучались с первого курса, как после школы, все 4 года, а они шли по ускоренной программе. Уже в звании профессора педагогики после защиты докторской диссертации Дина Муфтаховна становится на 9 лет проректором Казахского национального аграрного университета по учебно-воспитательной работе. Но Дина Муфтаховна постоянно среди студентов не только в аудиториях, но и на праздниках, встречах с интересными людьми, а еще на спортивных площадках, поскольку со спортом дружит с детства. Дина Муфтаховна говорит, они с сестрой по характеру и привычкам разные,
но многое общего, а объединяет их. Мы трудяги, трудоголики, что она, что я. Вы понимаете, вот у нас настолько большое чувство ответственности перед той работой, которую мы выполняем. Тамара, она лидер по натуре, я тоже лидер по натуре. Но перед Тамарой я как-то, знаете, сразу становлюсь ведомой. Потому что у нас Тамара, она лидер, да плюс еще вот такая вот властный лидер. А я, может быть, лидер, но я такой спокойный, тихий лидер, который на своем уровне просто стараюсь все привести в порядок. А вот в этом отношении, конечно, Тамара у нас молодец. В родительском доме, где сейчас живет Дина Муфтаховна, много фотографий родителей. А это две внучки Дины Муфтаховны – Асель и Зирия. Каждый казахстанец хочет внести какую-то лепту в развитие, в процветание своей страны. И поэтому вот в послании президента настолько было созвучено вот нашей душе, да, что если ты внесешь какую-то лепту, и из-за этого благосостояние казахстанцев, и наш Казахстан станет еще более красивым, развитым, сильным государством, это твоя частичка тоже. И тогда вот ты себя почувствуешь счастливым человеком. Дина Муфтаховна Джасубалиева и сейчас окружена молодежью. Она профессор Университета международных отношений и мировых языков имени Аблай-хана. Она активно проводит педагогические исследования по подготовке профессиональных кадров в условиях цифровизации высшего образования. Является научным консультантом 2 докторских диссертаций, научным руководителем 12 кандидатских диссертаций. Она подготовила более 50 магистерских диссертаций. Дина Муфтаховна – автор более 300 научных работ по проблемам высшей школы, информатизации и цифровизации образования, дистанционному обучению, из которых 3 монографии, 12 учебно-методических пособий, около 50 статей с импакт-фактором. Все, кто знает Дину Муфтаховну, восхищаются ее энергией и оптимизмом, всегда с позитивным настроением. Она умело ведет за собой сотрудников, организуя встречи с интересными людьми. С участием Дины Муфтаховны в Казнау был создан Институт социально-гуманитарного образования имени Олжаса Сулейменова, на базе которого были постоянные встречи с интересными людьми и, конечно же, самим Олжасом Омаровичем. Традиционными были встречи студенческой молодежи с членами Президиума Республиканского совета женщин, возглавляемый известной личностью, первым председателем Совета по проблемам семьи и женщин и демографической политики при президенте Республики Казахстан, доктором медицинских наук, профессором, академиком Каюповой Ниной Амировной. За большой профессионализм, трудолюбие Дина Муфтаховна была награждена многими наградами. Таков короткий и емкий социально-профессиональный портрет Дины Муфтаховны.